Всем привет, друзья! Итак, сегодня долгожданный Porsche. Я в этой серии, наверное, не буду рассказывать о технических подробностях, потому что иначе это все растянется часика так на полтора. Те, кто меня знают, думаю, уже прекрасно в курсе, что я без ума от этих машин, поэтому в любом случае я не смогу сказать о них мало. Поэтому мы так поверхностно пройдемся. Для понимания сейчас проведу только небольшой ликбез. Я думаю, со словом Porsche у всех ассоциируется, естественно, модель 911. Ну, хотя в последнее время, конечно, при слове Porsche мы знаем только там две вариации, две ассоциации. Это Cayenne и Panamera. Тем не менее, еще до недавнего времени при слове Porsche все понимали, что Porsche 911. Больше ничего и знать-то не надо было, потому что это самая популярная, самая известная машина, которая у компании Porsche прошла целых там две эры подряд. Это золотая эра и современная эра. Но, естественно, все машины здесь представленные, которые вы сейчас перед собой видите, это 911, и тем не менее их же нужно как-то различать. Для этого появилось внутризаводское обозначение, о котором я как раз сейчас и расскажу. Там история какая? Когда появилась 911 модель, изначально ее хотели назвать вообще 901. Это была простая Carrera там с 2,7, по-моему, литровым мотором. Такая более классическая, у нее не было еще обвесов, не было крутых бамперов, были просто клыки хромированные там. Ну, такая вся в хроме, она была очень интересная машинка. Но индекс 901 уже был занят компанией Peugeot. Ничего вразумительного они не смогли, конечно, выпустить с этим индексом, и тем не менее в компании Porsche быстро сориентировались и выпустили не 901, а 911 модель, которая стала именем нарицательным. То есть 911 это не индекс, это название. То есть можно сравнить это со словом гольф. Все мы знаем гольф, изначально это была просто одна машина, а потом их стало уже миллион. То есть это как название. 911 это именно название модели. А слово Carrera, которое вы все знаете, это уже там отдельное такое понимание, которое пошло от гонки Carrera Panamericana. Соответственно, 911 было много, нужно было как-то различать, поэтому появились индексы. Индексы начались, там поначалу было там Series 1, Series 2, это стало быстро понятно, что это не поможет в различии этих машин. Пошли индексы такие, как 930, в котором представлен вот этот автомобиль и вот этот автомобиль. Далее, чуть позже пошло поколение 964, оно было примерно с такими же крыльями-торпедами, как вот здесь вот представлены. Но 964 немножко у него задняя часть отличалась, то есть у него там немножко изменилась задняя оптика, тогда как все вот эти формы округлые, естественно, остались классические. Из гоночных модификаций появилась 934, которая вот это представлена, и вот красный тоже, это 934, это считается как отдельный кузов. Отличие от обычной 930, у него более развитой обвес, то есть она очень широкая, эта машина сзади, и передний бампер там тоже. Ну и я уже не буду говорить о моторах, там бешеная мощность и так далее. Далее у нас есть 935, эта машина вообще отдельная, и обязательно я на ней остановлюсь чуть попозже. И после 930 и 964 поколения у нас пошло поколение 993, которое представлено вот этим автомобилем. Но это его гоночная модификация, а более простая, естественно, там попроще выглядит. И 993 это последняя модель, которая имела крылья торпеды. Потом уже пошло поколение 996, которое утратила круглые фары, то есть которые представляли, скажем так, классическую золотую эру Porsche. Уже не стало там этих крыльев торпед. 996 это вообще там поколение на рубеже веков, у него там каплевидные фары, другие формы, и вообще та модель, она создана, можно сказать, с нуля была. Так, ну и что, собственно, вот у нас перед нами 934 в прекраснейшей ливрее команды, сами знаете какой. Вот так покажу. Значит, здесь мы имеем крылья эти торпеды, здесь имеем расширители арок, потому что у этой машины другая ходовая была, это все-таки у нас спортивный автомобиль. Здесь куча всяких там технологических замков, отверстий и так далее, то есть это там бензобак спортивный, чтобы можно было его быстро заправлять, не открывая капот. Также у нас сильно развитой передний бампер, потому что аэродинамика на гонках, естественно, это очень важно. Диски BBS. И Porsche с BBS это прям такое очень классное сочетание в очень многих моделях. То есть
оно встречается на многих моделях, тем не менее у Porsche есть и свои прекрасные там оригинальные заводские диски. Здесь очень широкая задняя часть, потому как 934 это ну, спортивная модификация, он там снизу очень широкий, там рычаги побольше и колеса, огромные колеса, естественно. Вот. И что еще из характерного, очень такая интересная деталь. В автомобилестроении принято считать, что передняя колея для управляемости автомобиля всегда должна быть шире, чем задняя. В Porsche сказали, нас это не волнует. И у Porsche задняя колея гораздо шире, чем перед. Вот. Но это оправдано тем, что здесь у нас вся масса автомобиля, у нас же мотор здесь находится. Вот такие прекрасные у нас тут ливреи, наклейки и так далее. Спойлер огромный тоже, как для 930 поколения. Это было только на поколениях турбо такой огромный спойлер. Вот, а это у нас, естественно, турбо модель. И прекрасная оптика 930 поколения, она мне очень нравится вообще. Вот, классная вещь. Все детали, то есть вот даже здесь, я думаю, очень хорошо будет видно заклепки, на которых держались фендера. Вот, то есть расширители колесных арок. Еще очень понравились зеркала, очень прикольные зеркала, спортивные такие, маленькие, компактненькие, очень прикольные. Ну, собственно, вот это у нас и есть 930-934 поколение. Вот так оно выглядит. Прекрасный автомобиль. В жизни он, естественно, небольшой, то есть это у меня модель на руках. В реальной жизни он, ну, тоже компактная машинка, вот, с огромным расширением. Ну, так же, как и вот это. Это тот же самый автомобиль, только без ливрей. Вот. С натяжкой можно было сказать, что это 930, но поскольку он очень широкий, это все же 934. Вот. По сути, одна модель, но то есть это более спортивная, очень спортивная машина такая, там, ну, то есть решетки видно, там спортивные замки на капоте, этот же бензобак, вот. Ну, очень красивая машина на самом деле, я не могу перестать ими наслаждаться, это машина супер. Вот, и, собственно, поскольку мы рассмотрели 934, мы перейдем к 935. Эта модель построена точно так же на базе предыдущих. Вот это, ну, с натяжкой можно сказать, что это тоже самая машина. Однако, здесь только вот силуэт остался от штатной машины. Вы видите, как здесь насколько шире задние арки, насколько больше, то есть передние, огромнейшее антикрыло. И самое главное, как видите, здесь полностью покатые передние крылья. То есть можно сравнить, вот, крылья торпеды классического 930 поколения, здесь они просто отсутствуют. Эта модификация называется Flachbau или на английском языке Slant Nose. То есть они убрали полностью фары вообще отсюда. Вот, и фары перекочевали в бампер. Тем не менее, представителями 935 поколения можно назвать и дорожные версии. То есть есть точно такие же дорожные машины, но с крыльями. И здесь фары, на самом деле, они есть в дорожной версии, они будут присутствовать, просто они вот выкидные. Очень круто для Porsche, что они выпустили такую машину, то есть, скажем так, дань моде, дань поколению. Во-первых, аэродинамика, еще и выкидные фары, ну это просто супер. Вот. А в 935-м модификации у нас вся оптика переехала полностью на уровень дороги, потому что это машина для Лемана. Вот, то есть для гонок на выносливость. Очень интересные диски, очень интересная ливрея Мартини. Ну, супер. Тут вообще в плане детализации, в плане покраски очень круто. Вот эти все спортивные воздухозаборники, все здесь есть. Замки здесь уже 4 замка, тут у нас все заправочные, всякие контрольные отверстия и так далее. Диски очень интересные. Они, если я не ошибаюсь, называется это явление турбофан, то есть здесь накладка идет, которая ведет забор воздуха на тормоза прямо с улицы. Вот. Очень красивая машина, я действительно спокойно не могу к ним относиться. Да, здесь вот еле-еле видно отмечено. Я смотрел там на настоящем, на оригинальной машине, то есть вот эти элементики маленькие, они идут как просто площадка, такая площадка из карбона на винтах. Тут очень плохо видно, но винты, ну, такое подобие точечек винтов есть. И эти площадки можно переставлять было выше, ниже, соответственно, настраивать аэродинамику. И это именно только вот боковые обтекатели, которые касаются только крыла. Это все помимо того, что у нас огромное здесь крыло, есть вот, собственно, ну, основное. Так. Даже здесь вот Мартини написали, очень интересно. И выхлоп, тоже интересный выхлоп. То есть, если у нас там
На 934-х оно вообще, кстати, не отражен выхлоп, то здесь вот выхлоп уже поставили. Вот, упростили оптику, то есть нет задней вот этой панели с надписью Porsche. Вот она есть на 930-х, на 934-х, на 935-м, а я напомню, это у нас Moby Dick. Да, ребята, это именно Moby Dick, который вы можете встретить в моей любимой игре NFS Porsche. Очень классная игруха, но о ней не буду, там я вообще фанат этой игры. И, собственно, это тот самый Moby Dick. Единственное, что там эта модификация немножко не такая, как в игре, но это не суть важно. Вот, то есть 935, вот он, еще раз покажу его ширину в сравнении там с более гражданской машиной. Ну, я думаю, видно, да, что из маленькой машины создали такого монстра огромнейшего просто вот. Хотя ведь в жизни Porsche они очень маленькие на самом деле. Эта же машина вообще создавалась из жучка. Вот, тут даже сдвижную форточку, думаю, видно будет, сдвижную форточку отразили. Вот. Ну и, собственно, вот это вот все. У нас поколение 930, это золотая эра, так называемая. Потом пошел 964, и последним поколением с двигателями воздушного охлаждения это пошел 993. Вот 993 он стал более уже там, скажем так, обтекаемый. Вот. Но сейчас мы, наверное, все-таки поменяем их местами. Итак, поближе к 993. Изменился наклон передних торпед, вот этих он стал еще более обтекаемый. То есть это можно в профиле увидеть. Если здесь у нас вот такой профиль переднего крыла, да, то есть более такой угол атаки, ну, скажем так, прямой, то здесь в 993 поколение вот такой более уже покатый угол. Ну, там поменялась и оптика, естественно, наклон стекол этих, наклон фар и так далее, вот. И 993 в этом плане он очень, ну, условно говоря, он очень зализанный. У них даже поменялся наклон, вот так покажу сейчас, наклон лобового, то есть рамки лобового стекла, изменились стекла, естественно, профиль машины стал ниже, то есть все направлено было на аэродинамику. Вот, и, естественно, в 993 появилась модификация GT1, это у нас уже чистый спорт. Как видите, здесь диски BBS. И, кстати, эти диски вот у меня они мне настолько понравились, что я даже себе заказал отдельный комплект, потому что они подходят вот под любую машину. Диски BBS подходят. Это не только Porsche касается. Вот у нас оптика 993. Очень интересная. Она такая вся с наклонами, вся такая обтекаемая, более тоненькая стала. Вот. Тут выхлоп, собственно, буксировочный крюк. Вот. Тоже большая, очень огромная работа проведена по аэродинамике. Я думаю, это все прекрасно видно там. Вот такая красивая ливрея у него, 25 номер. Я тут что-то не понял про GT1 сначала, но это же все чемпионаты, это спорт. То есть даже тут жабры появились вытяжные, которые также направлены на аэродинамику. Вот, зеркала очень интересные зеркала. Они здесь в этой GT1 перекочевали на крыло. Вот, хотя на классических Porsche они на двери находятся, там практически не было в этом поколении моделей, чтобы там зеркала были на стекле. Нет, всегда на двери. Здесь же они на крыле. Ну и, собственно, вот тут даже видно подобие радиатора, который стоит под углом. Также оптика есть, естественно, оптика, поскольку машина для кузовных чемпионатов, она на уровне дороги, то есть она в бампере находится. В обычном 993 там, ну вот, собственно, видно тоненькие такие там поворотники, габариты, и бывали еще противотуманки в бампере. Вот такой автомобиль. Что еще хотелось бы сказать? По этой машине я, к сожалению, мало чего знаю. Вот. По машинам там с условно-воздушным охлаждением. Не совсем это правильное утверждение, что эти машины с воздушным охлаждением. То есть еще начиная с 356 модели, который Фердинанд Порше создал, вот просто, это феноменальное такое явление, создал машину из жука, то есть из битла, из кафера, мы его все знаем, то есть там, скажем так, воздушное охлаждение, это с натяжкой можно сказать. Почему? Потому что у них на двигателях, так же как и у этих, у них были очень развитые масляные радиаторы плюс сплавы чугуна. Эти двигатели не перегревались не потому, что на них дует холодный воздух. Воздух в этом плане мало поможет. Когда у вас мощность, когда у вас моторы 2,7 литра, 3 литра и так далее, воздух очень мало помогает в охлаждении. Здесь работали только, то есть, масляные радиаторы. Вот. И как можно понаблюдать по Moby Dick, вот начинается воздухозаборник от крыла,
и уходит туда моторный отсек. И также вот над крылом тоже моторный отсек, все воздухозаборники уходят и максимально охлаждают радиаторы, а радиаторы масляные. Вот. Ну, потом там в спорте уже, естественно, у команды Porsche появились там радиаторы совмещенные, то есть с теплообменниками. Это все уже усложнение было. Но изначально, даже вот на примере вот 934 и смежного с ним 930 кузова, да, вот. Охлаждение действительно было воздухом, но это охлаждение не мотора было, а масляных радиаторов. То есть двигатели охлаждались именно маслом. И за счет... Это гораздо важнее, чем охлаждение антифризом. И это помогало машине никогда не ощущать перепада температур. То есть даже в жаркую погоду Porsche не терял своей мощности. Вот. Хотя мы знаем, что при жаркой погоде бензин очень, так, не очень хорошо испаряется, соответственно, теряется мощность. То есть, ну, воспламенение топливной смеси происходит не очень хорошо. Ну и, собственно, вот так мы и получили машины легендарные, о которых я могу очень долго еще рассказывать, но я думаю, тут у нас упор, скажем так, больше на красоту, наверное. Сейчас еще покажем, немного Моби Дика посмотрим. На самом деле, ну, конкретно, что касается по кошкам, здесь вообще я поражен, потому что там детализация, которая здесь отражена, это что-то уникальное. То есть, чтобы вы понимали, даже дворники, конкретно вот на этой машине, сделаны отдельными элементами, причем здесь их два, на Моби Дике вообще один уже чистый спорт. Вот. Ливреи, естественно, красивейшие, ну просто все спонсоры, все там. Все заклепки, все отражено на машине, что должно быть. Ну, это неудивительно, потому что это лицензия, и, соответственно, лицензированный автомобиль, он всегда будет выглядеть максимально близко к оригиналу. Очень интересные диски BBS, причем они разноширокие, естественно, потому что здесь у нас, как я уже говорил выше, очень широкая колея, там усиленные рычаги, усиленная подвеска, и это все связано с тем, что мотор, очень большой мотор стал, он имел там, ну, естественно, это турбо-версия, написано Turbo RSR. Вот. В турбо-версиях там же еще большое количество там всех прочих радиаторов, интеркулер есть и так далее. Плюс у нас боксер, лежачий мотор, 6 цилиндров, соответственно, это все куда-то нужно было вмещать, и, естественно, это привело к расширению колеи. Вот. Ну, прекрасные автомобили, я не знаю, как у меня слов, честно говоря, у меня словарного запаса не хватает, чтобы их описывать. Вот. К сожалению, у меня сейчас нет поколения 996, оно пошло после этого. У кошек оно точно так же есть. И скажу честно, там гражданская версия мне не совсем понравилась, она как-то странно выглядит, там эти зализанные формы. И тем не менее есть 996 поколение тоже GT3, по-моему, то есть как вот эта машина тоже. Вот, тот уникальный. Если у меня получится его когда-то достать, я обязательно его покажу, он очень круто выглядит. Вот. И также у нас здесь нет поколения хотя бы одного представителя 356 модели, то есть это там машина очень близкая к жучку. Вот, я, честно говоря, удивлен, что кошки его не выпустили. Легендарнейшее 356 поколение, это там классическая эра Porsche. Вот, странно, что его нет в этой линейке, хотя у них есть там поколения такие, как 904, 906, это чистый спорт, там ближе там туда-назад, к 50-м годам. Вот, и есть поколение 917, которое уже чисто поколение Le Mans, то есть там машины одноместные, ну это так, для понимания. Ну, в целом, и так, в принципе, я думаю, прекрасно вам передал ту эстетику, которую у нас нам дарят и компания Kioshi, и сами компания Porsche. Саму игру очень вам рекомендую пройти. Игра 2000 года, уже там 20 с лишним лет этой игре. Несмотря на все ее определенные минусы, вы можете в гараже там иметь 80 автомобилей и наслаждаться их красотой. Это вот. Ну, а я буду наслаждаться тем, что у меня стоит на полках. Это прекрасные вещи, прекрасные изделия, создания и так далее. Вот. Будем заканчивать, наверное. На этом пока, естественно, я рассказал только поверхностно. Все рассказать о них, отдельно о Porsche, отдельно о кошках, наверное, невозможно. Но я буду пытаться, буду стараться. Вот. Надеюсь, вам всем понравилось. На этом будем заканчивать. Всем пока.